Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я не знаю, что с Тэхёном в этот день происходило, но мне кажется, после эфира Чонгук ощутил все прелести желания Тэхёна. Девятое место. Собственник Чонгук. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Срочно! Что привело к тайной войне Вигу?» Вы не поверите, что на самом деле стоит за этим соперничеством. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Камера ловит момент, который мы так жаждем увидеть. Нежный взгляд, легкое касание, и вот он, тайный поцелуй. Между Тэхёном и Чонгуком, под приглушенными огнями, когда весь мир замирает. И пусть это лишь игра света и тени, лишь наше желание, но в этот момент он реален. Он существует в наших сердцах, в наших мечтах. И это так безумно романтично. А как вы думаете, было ли это? Или это лишь прекрасная фантазия, рожденная любовью к ним? Делитесь своими мыслями. Седьмое место. Чонгук был таким цепким в тот день. Он не хотел отпускать. Шестое место. Поведение пары. Интимные касания.
Постоянная фраза Чонгука Тэхёну: «А как же я?». Пятое место. Ох, этот взгляд Тэхёна. Когда Чонгук танцует, мир вокруг Тэхёна просто исчезает. Глаза Тэхёна горят таким восторгом и... да, таким откровенным вожделением, что это просто сводит с ума. Четвертое место. Забота. Не зря же он так хорош в роли Бойренда, даже в фанфиках. Заботливый парень. Третье место. Новости. Обновление Instagram BTS Official. Участники поделились любимой песней Life Goes On, использовав свой официальный шаблон вот Is Your Love Song в Instagram. С помощью этого шаблона вы можете поделиться со всеми песней о любви, которая вам больше всего нравится, и узнать, что предпочитают слушать другие. Промо к альбому не перестает удивлять. Парни столько всего придумали для нас. Чонгук и его отношения с женщинами be like. Я крутой, а их тут всех нет. Окружен, но не сломлен. Фотограф из Сингапура И Кит поделился фото с Чонгуком и историей о встрече в своем Instagram. Все началось с одной фотографии, мы шли вслепую. Несколько человек ждали у входа в люкс-отеля, пока внутрь заходила целая команда. Минут через 10 нам сказали, что он почти готов. Я быстро заглянул в номер и увидел как минимум человек 25. Понимая, насколько все это сложно и насколько строгая у них безопасность, я уже был благодарен просто за сам шанс. На встречу с ним попали всего 6 человек, среди гигантских медиа и крупных изданий. До сих пор не верится, что я оказался одним из них и единственным представителем Сингапура. Когда настала моя очередь, я заходил последним. Сразу предупредили, никакого контента на телефон. Я принял это, но очень хотелось хотя бы селфи. Я повернулся и увидел его. Улыбнулся, пожал руку, представился фотографом из Сингапура. Чтобы разрядить атмосферу, я рассказал, что заметил, как ему нравится фотографировать все вокруг, и подарил небольшой подарок – вирусный брелок, камеру, коудек Чермера. Переводчик все передал, и он тепло улыбнулся в ответ. Не знаю, есть ли у него уже такой, но я сказал, что он отлично подойдет для его повседневных случайных снимков, где бы он ни находился.
Мы встали перед камерой команды, сделали фото. Все заняло не больше 2 минут. И да, теперь у меня есть фото с Чангуком. Видео с милым чихающим Тэхёном. Будьте здоровы! Промо нового альбома «Арирэнг» все больше приобретает масштабы. При поддержке YouTube запущена реклама на одном из крупнейших дисплеев Times Square, Нью-Йорк, с автографами мемберов и возможностью перейти на их персональные плейлисты. Расклеена наружная реклама с именами ARMY на 6-й авеню, одной из главных улиц Манхэттена, Нью-Йорк. Легендарной группе легендарные площадки. Апгрейд, который мы заслужили. Журналист Кира Тан поделился своими эмоциями от встречи с Чангуком. «Я посетил мероприятие Хаблот в Сеуле и был очень рад познакомиться с недавно объявленным глобальным амбассадором бренда Чангуком. Во время закрытой встречи и фотосессии я сказал ему, что считаю его сценическую харизму невероятной, а его выступление в Катаре особенно потрясающим». Он очень скромно ответил: «Спасибо за вашу поддержку». Когда мы фотографировались, он заметил, что я показываю часы Хаблот на своем запястье, и с готовностью принял такую же позу, чтобы тоже продемонстрировать свои часы Хаблот. Он и красивый, и талантливый, он действительно идеальное воплощение духа Хаблот. Какие же огромные и прекрасные глаза! Тэхён возрождает миф о 13-секундной распродаже билетов. Визит Тэхёна в магазин традиционных ремесленных изделий в Лиссабоне, Португалия, привлек внимание крупных местных СМИ. Крупнейшая португальская ежедневная газета Journal Correio da Manhã и новостная платформа 24 Horas сообщили о его визите в статье под названием «Тэхён очарован португальскими традициями». СМИ сообщили, что Тэхён поделился фотографией магазина в Лиссабоне в своем Instagram. После визита в Португалию в рамках официального графика BTS Тэхён опубликовал фотографию магазина A Vida Portuguesa в Лиссабоне. На фотографии изображены красочные одеяла, аккуратно разложенные на полке, и книга с иллюстрациями на прилавке. A Vida Portuguesa — это пространство, где представлены и продаются традиционные португальские бренды, демонстрирующие ремесла и аксессуары, пропитанные местным духом и мастерством. Известно, что одеяло на фотографии, опубликованной в изготовлено из буреля, материала, символизирующего Португалию. Иллюстрированная книга на прилавке издана португальской некоммерческой организацией APX, Ассоциация содействия развитию детской культуры, и является работой автора Рэйчел Каяна. Автор сделала репост поста Ви и выразила свою благодарность.
Португальские СМИ особо отметили тот факт, что Ви даже во время своего короткого пребывания посетил места, где чтят традиции и ремесла. Это расценивается как проявление интереса и любви к местной культуре. Посещение магазинов Ви привлекло внимание всего мира, и новость об этом быстро распространилась. Некоторые аналитики оценивают каждый его пост в Instagram в сотни миллионов вон. Действительно, места, которые он посетил, посещали фанаты, что подтверждает так называемый эффект Ви. Его визит в местную португальскую пекарню, где продавали пирожные, также привлек постоянный поток поклонников, а магазин фисташковых круассанов, который он посетил во время недели моды в Париже, быстро стал вирусным. Также обсуждается история, где он упомянул турецкий шоколад, полученный в подарок от таксиста, во время прямой трансляции в конце года. Продукт был распродан по всему миру, и генеральный директор шоколадной компании заявил: «Я работаю на Дальнем Востоке 20 лет, но это первый раз, когда произошло что-то подобное». Ви создал маркетинговую историю, благодаря которой весь наш товар был распродан всего за 13 секунд. Благодаря переплетению сообщений местных СМИ и реакции мирового фандома, одна единственная фотография Ви снова оказывает значительное влияние на культурный и потребительский рынки. Главное – установить контакт. Lifestyle Homes Хонг-Конг в Instagram о мероприятии Hublot. Hublot официально объявил в Сеуле, что Чангук стал новым глобальным амбассадором бренда. На мероприятии собрались около 300 высокопоставленных гостей, известных артистов, представителей модной индустрии и СМИ, чтобы стать свидетелями этого знакового момента. На мероприятии сочетались страсть к музыке и мастерство часового дела, идеально отражая высокую степень соответствия философии двух брендов. С одной стороны, ведущий швейцарский люксовый бренд, продолжающий внедрять инновации в современное часовое искусство, с другой – суперзвезда, задающая тренды в мировой музыке. Чангук появился на мероприятии с уверенностью и спокойствием, надев классические часы Hublot, символизируя идеальный резонанс между двумя сторонами в концепциях оригинальности и прорыва. То чувство искреннего восхищения и счастья, которое испытываешь, глядя на них, не заменит ничего. Манила, Jollibee будет предлагать кофе Compose Coffee на Филиппинах. Корпорация Jollibee Foods объявила, что ее дочерняя компания Fresh and Famous Foods Inc. подписала генеральное франчайзинговое соглашение на поставку кофе Compose Coffee на Филиппины. Jollibee заявила, что этот шаг является частью ее стратегии по укреплению своих позиций в быстрорастущем секторе кофе и напитков на Филиппинах. Генеральный директор Jollibee Group Philippines Джозеф Тамбунтионг сказал: «Этот запуск укрепляет наши основные стратегические направления роста – кофе и чай, и позволяет Jollibee Group играть более значимую роль в повседневной жизни наших клиентов». Jollibee приобрела корейский кофейный бренд Compose Coffee в 2024 году. В то время Jollibee заявила,
что сохраняет кофейную сеть в стране, поскольку она демонстрирует высокий потенциал роста. Coffee Compose Coffee способствовал увеличению чистой прибыли Jollibee за первые 9 месяцев года. В прошлом месяце группа компаний Jollibee объявила о планах развивать сеть Compose Coffee в Юго-Восточной Азии. Самый очаровательный профиль. Знаменитая филиппинская актриса и певица Бель Мариана призналась, что ее кумир среди знаменитостей – Чангук. Она сказала, ее интерес к Чангуку очень искренний, потому что его лицо сразу засияло, и она продолжала тихо смеяться, говоря «Чангук». Кажется, все это знают. Возможно, именно поэтому Тэхён плакал на концерте Хосака, когда Чангук после долгого перерыва выступал, потому что он знал, как сильно его парень скучает по этой сцене. Комментировать не буду, оставляю это вам. Милый Чангук. Интересный факт. В 2017 году участники проводили мероприятие, во время которого были сделаны одни из самых знаковых фото Тэйкук. А все дело в том, что парни надели парные кольца от Tiffany, подаренные фан-сайтом Horizon 97. И все бы ничего, но кольца были обручальными. Волшебные моменты на сцене вместе с Тэхёном. Издание El Sinapor опубликовало захватывающий материал, посвященный интервью с Чангуком, которое состоялось в Париже. Статья получила название «Внутри номера Coco Chanel». Внутри фотосессии Чангука в отеле Ритц Пэрис в связи с его новой ролью глобального посла красоты Шанель. Звезда Кей-поп занимает номер Coco Chanel, пространство, где Габриэль Шанель наслаждалась роскошным отдыхом вдали от дома. Чангук – смелый артист. Помимо всего, что он вписал в историю с BTS, он стал первым азиатским певцом, выступившим на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, проходившего за рубежом, а его первый сольный сингл «Seven» занял первое место в Billboard Hot 100 и получил награду Hot Shot.
Он также преодолел отметку в 10 миллиардов прослушиваний на Spotify, став первым корейским сольным исполнителем, добившимся этого. Еще одно доказательство его влияния и охвата. Ловите поцелуйчики от наших Taekook. Пушистики. Мне невыносимо. Чангук вошел в топ-25 самых известных людей в мире по версии World Famous Things. Здесь мы представляем список 25 самых известных людей мира, составленный на основе данных из различных источников, которые демонстрируют их успех и влияние на общество. 18 место. Чангук. Чангук – популярная и влиятельная музыкальная знаменитость в мире. Он южнокорейский певец, автор песен и танцор, наиболее известный как ведущий вокалист всемирно известной кей-поп-группы BTS. Чангук смог покорить сердца миллионов поклонников по всему миру своим сильным голосом, привлекательной личностью и впечатляющими исполнительскими навыками. Он является международной иконой, поскольку его популярность простирается далеко за пределы Южной Кореи. Чангук, настоящее имя Чон Чангук, родился 1 сентября 1997 года в Пусане, Южная Корея. Он стал участником BTS в очень юном возрасте и дебютировал в 2013 году. За прошедшие годы BTS стали одной из крупнейших музыкальных групп всех времен, установив новые рекорды в чартах Billboard, собирая полные стадионы по всему миру и став культурным феноменом. Роль Чангука, как главного вокалиста группы, сыграла значительную роль в успехе BTS. Чангук также добился большого успеха как сольный исполнитель. Его сольные песни, такие как Seven, 3D и Standing Next to You, заняли первые места в международных чартах и были прослушаны миллиардами людей. Эти релизы показали, что Чангук не просто звезда группы, а сильный независимый артист с огромной фан-базой по всему миру. Чангук – человек, который влияет на моду и социальные сети. Мировые бренды используют его для рекламы своей продукции, а его посты привлекают внимание миллионов людей. В 2026 году Чангук станет одним из самых известных и прославленных молодых артистов в мире и будет вдохновлять поклонников своей музыкой, талантом и преданностью делу. Второе место. Это так интимно. То, как Тэхён смотрел на губы Чангука. Ну же, не бойся. Вопреки всему, только вместе.
Первое место. Когда весь мир исчезает, и они остаются только вдвоем. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.